Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Переломный июнь 2025 года. Таро расклад. Какая тайна откроется для вас в июне? Что ждать в целом от месяца июня? Что вас удивит и три важных события? Давайте узнаем, что же случится или произойдет. И останемся реалистами, безусловно. Астрологически это очень приятное время. Месяц сам по себе, июнь, несет для нас добрые энергии и интересно, и продуктивно одновременно. Не пренебрегайте сентиментальной панорамой отношений, это как подсказки звездного расписания. Заботьтесь в целом о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально откроются некоторые двери. Возможно, и придется решиться на что-то или принять мудрое Соломоново решение в отношении того, что вы не в силах изменить. Или будет необходимость помириться или примириться, провести какие-то параллели между тем, что вы бы хотели и какие реальные возможности существуют в моменте здесь и сейчас. В целом, прекрасное время и еще и обустроить наш дом, быт и, конечно, отдохнуть, сделать некоторую перезагрузку. И переломность июня может выражаться в том, что меняется концепция постановки вопроса. Если прежде мы ставили такой вопрос, и вы хотите что-то осуществить, и вот я хочу, чтобы было так, мы могли себе говорить, вот этот вопрос меняется на другой. Как мне поступить, чтобы самому себе не навредить и не помешать? Мы перезагружаем наше видение внутри нас самих для того, чтобы использовать любую возможность. И поскольку Юпитер в знаке зодиака Рак 6 месяца, это как высшая октава проявления эмпатии, готовности к балансу, к сотрудничеству, к переговорам. И все эти добрые энергии дают нам возможность занять по праву наше место в жизни. Или место может быть и под солнцем. Поэтому для многих из вас этот месяц может и стать той перезагрузкой между прошлым и будущим. Мы готовы к сотрудничеству, готовы к компромиссу, рассмотреть те варианты, которые потом в последующем, возможно, для нас выстроится в какой-то единый красивый узор, и станет понятно, зачем все это нужно было. Давайте мы узнаем, зададим вопросы картам. И первая карта у нас будет: что же случится, произойдет, или в какой сфере жизни вам придется принимать важное решение, чего это может касаться или с чем связано. Что вас удивит, мои дорогие скорпионы? Кто или что появится неожиданно? И к чему все вот это идет? Что исполнится, что осуществится? Какая тайна для вас откроется? Что для вас означает в целом месяц июнь? И последняя карта: какое продолжение следует с заходом на июль? Достанем три карты, как три важных события на другой колоде. Или сферы жизни, или возможная информация, или контакты с конкретным человеком. Давайте узнаем. Первое важное событие, с чем это может быть связано. Второе важное событие, как видят карты. И третье важное событие, которое спешит на ваш порог. Итак, что же случится, что произойдет? Верховная жрица – это та, которая все знает. Но вы очень интуитивные люди, и правда, в июне вы можете подтвердить свои интуитивные предчувствия. Или, может быть, это где-то связано с таким анализом обстановки вокруг. И здесь мы приходим к выводу: ведь и правда, что-то подобное я как предугадывал. Или о чем-то подумал, о подобном я думала, знала, что к этому все и идет. О самодоверии, безусловно, говорит карта, а еще Верховная Жрица – это та карта, которая показывает независимого человека. Причем эта независимость, она не строится от доказательств. И вот, наверное, вот эти два вопроса: в чем переломность момента или июня, да? Когда мы думали, что именно будем действовать определенным путем. Или мы хотим чего-то достичь, поставили себе план, какие-то намерения, цели, уже обрисовали какую-то ступенчатость или тезис-план. А вот здесь мы от этого отходим, потому что
что-то и вокруг меняется. Может быть, это меняется как в людях или через ваши контакты. И мы понимаем, что да нет, тут надо по-любому что-то переиграть, пересмотреть. И таким образом я быстрее чего-то добьюсь, достигну. А еще буквально молчание нам помогает. Может быть, не предвосхитить некоторые события. Я вот о чем говорю. Счастье, удача любят тишину. Иногда бывает такое, да, начали нас выспрашивать, или даже чисто по наивности, мы по наитию кому-то что-то рассказываем и начинаем затрагивать сферу тех интересов наших, где мы собираемся участвовать. А вот нет, ну, наверное, не проболтаться или не предвосхитить что-то, и тогда усилить это будет означать собственные позиции. Здесь может быть сюжета карта тайн, вы можете узнать какую-то информацию о конкретном человеке. Но для кого-то это может быть та информация, которая свидетельствует вообще о какой-то общемировой истории, да, или событиях, которые складываются во внешнем именно мире. И если ваша сфера занятости или ваши намерения, к примеру, у кого-то вопрос стоит о переезде далеко, в другую страну, вы тоже где-то можете искать информацию, и здесь вы можете что-либо переигрывать, потому что, получая ту или иную информацию, сведения, вы тоже анализируете, нужно мне этим заниматься или рассмотреть какой-то иной вариант. Вот, пожалуй, ваша сильная позиция будет в том, что вы будете разные варианты примерять на себя. Как это мне найти свое место под солнцем, или как мне лучше обустроить свою жизнь, качество, наверное, жизни. Вот такие энергии вам помогают. На своей волне будет Скорпион, и это именно ваша сильная позиция. Причем по верховной жрице, она, если не может с кем-то договориться, она ведь не оставляет свои планы на потом. Нет, она ищет формы взаимодействия, но молчание помогает. Прообраз этой карты Папесса. И мы знаем, что как раз Папесса, она хранила в себе молчание. И это ей помогло войти в историю. Давайте посмотрим вторую карту. Что же вас удивит? Может удивить конкретный человек, король жезлов. Это харизматичный лидер, это идейный лидер. И здесь, как может быть такой человек сам по себе, да, может быть, если мы говорим об астрологии, да, это знаки зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, а может быть, это и человек, который имеет асцендент или, к примеру, по Луне. Может быть, и просто человек в таких энергиях. И тогда, что вас может удивить? Вы могли рассчитывать на этого человека, что он включится в какой-то вопрос, потому что вот эта харизматика, она цепляет нас. И нам кажется, что человек переживает те же самые эмоции, что он с нами соглашается, а если мы соглашаемся с ним, участвуем, может быть, в его проекте, или где-то согласились с его точкой зрения, ну так и значит и он как-то откликается в нашу сторону. А здесь нет. Здесь вот именно харизматичного лидера карта. Наш король сидит, обратите внимание, и собака рядом с ним сидит, и жезл он так поставил рядом, как будто точку в чем-то поставил, а двое, которые изображены на заднем плане, работают. Так вот, вдохновлять кого-то вы можете, например, да, а сказать, что вы берете и делаете что-то сами, то нет. Но вы можете и столкнуться с таким человеком, как я говорила, в которого вы верили, или когда вы думали, что включится в какую-то меру ответственности, или в задуманный проект определенный человек, а здесь человек может и отстраняться, и этим вас удивлять. Тогда карта нам будет вообще говорить: это ты, Скорпион, будь в лидерских позициях, или как минимум продумай. И вот предыдущая карта очень этому соответствует. Но какие-то другие энергии, нежели те, которые вы подразумевали прежде. Вообще карта будет говорить о том, что рассмотреть для себя построение карьеры, когда количество переходит в качество, когда ты меньше работаешь, больше отдыхаешь, и твоя жизнь, она раскрасится в более яркие цвета, тональности. У тебя будет больше свободного времени. Может быть и правда. Подумать, к примеру, если у вас свой собственный бизнес, не самому все делать, это понятно, Скорпион все может. Поставить перед собой задачу или, если необходимо, вы можете включиться в решение того или иного вопроса
и довести это дело до ума, до точки какой-то, до логического завершения. Но вы не можете себя растиражировать на все события, на все дела. Вам нужно отдыхать, и июнь месяц об этом говорит. Поэтому явно и для вас, мои дорогие скорпионы, есть та работа, в которую не нужно включаться. Поэтому лидерские качества на первом месте. Если мы спросили, что может удивить, вполне вероятно, вы об этом всерьез прежде не задумывались. Или думали, ну это так, отстраненно. А здесь вы понимаете необходимость именно такого положения. Кто или что появится неожиданно? Вы знаете, появится неожиданно какая-то возможность. Словно добрая возможность по этой карте, которая заслуженного успеха. Но обратите внимание, человек идет один. Он словно пытается отплыть от прежнего берега, где уже безжизненная пустыня, ничего не растет, или словно уже все пасьянсы разложены, все партии в шахматы сыграны, и все взаимоотношения проиграны, может быть, тоже. Или вы уже достигли в определенной местности всех возможностей, каких только можно было. И для кого-то эта карта может проиграться желание работать самому, работать на дому, работать из любой точки мира. Правда, часто эта карта еще и символизирует переезд, путешествие или работа, которая связана с командировками. Самый главный момент – мы отплываем от прежнего берега, где вот эта безжизненная пустыня. Там уже словно ловить нечего, поэтому нас ждут великие дела. Великие дела в данном случае, когда у нас хватает мужества идти вперед, и мы достигнем того успеха, который мы сами себе планируем. По этой карте нам вполне вероятно и придется от чего-то отказаться. Все-таки прежний берег или то, что нам привычно, или концепция наших взаимоотношений. У кого-то это может и так проиграться. Или, может быть, это вы с семьей, кстати. Если вы человек семейный, тоже можете задуматься о переезде или перемещении. Для кого-то поближе, для кого-то и далеко, я такое могу предположить. И, может быть, с этим будет связано, что вы ищете новые способы заработка. Это как раз проходит по этой карте. Мы ищем новые возможности финансового обеспечения собственного или роста финансов. И по этой карте мы рассматриваем новые увлечения, как работу возможную, или то, что было для нас хобби, ремеслом, мы тоже пытаемся монетизировать, да, или построить на этом какую-то финансовую концепцию. Вы точно так же можете начать изучать что-то. И часто эта карта символизирует, что мы изучаем языки, поскольку пространство по мечам всегда пространство проходит, а по этой карте дважды, наверное. А это у нас пространство, эфир, интернет, это тут и новые технологии или иностранные языки, которые, может быть, вы увидите, да, что для меня не просто было бы неплохо, а для меня вот конкретно, я знаю, куда я приложу это знание, и мои позиции усилятся многократно. Так вот, для кого-то это может быть как работа, может быть, посредством интернет, как я уже сказала, или изучение языков, а кто-то будет изучать язык программирования. Вот и такое может быть. Или когда вы ваш бизнес хотите перевести в онлайн, может быть и так тоже. И в связи с этим идет рост нашей популярности, рост наших сил, безусловно, и уверенности в наших собственных силах. Но, может быть, какие-то шаги, мои дорогие скорпионы, или ваша задумка – то, что вы хотите осуществить. Все же первые шаги, это точно, они будут зависеть целиком полностью от вас. Поэтому где-то молчание вам помогает. А вот детализация, просчет, расчет какой-то, вот здесь явно предусмотрен. Поэтому если карта лидера выпадает, пришло время стать лидером или для самого себя каким-то проводником или кормчим, вести вот этот корабль, лодку собственного успеха вперед. К чему же все идет? Давайте узнаем, для чего все это было нужно. По девятке жезлов мы выходим из какого-то периода ограничений или ожиданий. В герметической колоде Таро это карта великой мощи и силы. О чем она нам говорит? Есть какой-то опыт, как будто какой-то путь ваш, может быть, это как дело, может быть и творчество, может быть какая-то деятельность, вид деятельности, который вы можете
Но не то, чтобы завершать, вы можете оставить, но то, что вы для себя будете рассматривать какие-то новые формы работы или взаимодействия. Или вы будете, пусть вы профессионал, эксперт в каком-то своем деле или профессии, специалист с большой буквы, но значит настала пора расширить горизонты собственных возможностей все равно, поэтому вы задумаетесь, каким образом вот это лидерство увеличить многократно, потому что вместе с ним приходит еще и финансовый доход. Но делать мы это будем очень аккуратно. По этой карте вот эту силу, вот эту мощь нужно хорошенько подумать, куда мы приложим. А еще я должна сказать, к чему все идет. Заканчивается какой-то период отчуждения, может быть, я имею в виду, это внутреннее, когда вы могли закрываться от мира или минимизировали контакты всячески, и вот теперь уже просто захочется. Наверное, Юпитер в раке, эмпатия, хочется приятных добрых эмоций, но вот так вот осторожно, как шаг сделал и осмотрелся, что люди говорят, что происходит вокруг. Тогда это будет правильная тактика, потому что и все подметите, ну и себе где-то не навредите. По сути дела, это идет прогресс, но такой вдумчиво аккуратный, я бы сказала, элегантный прогресс, когда и не будет работы из нуля в рогожечку, да, или то, что мы, может быть, потратили и сил много, и средств где-то, да, может быть, эти средства в виде вашей энергии или времени, а бонусы получил кто-то другой. А вот теперь так, чтобы бонусы получали именно вы, причем заслуженно, чтобы, словно, если слава принадлежит вам, чтобы вы ее нашли, чтобы, если какая-то ваша деятельность и то, что вы делали, это действительно была ваша заслуга, ну так и бонусы получал именно Скорпион. Вот такие осторожные, вдумчивые действия вам постепенно помогают занять как новую ступень иерархии или окончательно для себя обозначить новые приоритеты. Это тоже немаловажно. Чего же вы достигнете или что исполнится? Знаете, по этой карте это всегда какой-то конфликт. Может быть, этот конфликт предшествовал, может быть, и была какая-то конфронтация, а здесь вы понимаете, что нет смысла ее продолжать. Все же вот именно карта мудрости, можно сказать, Верховная Жрица нам правильно дает взаимодействовать с некоторыми персонажами, которых мы уже теперь, может быть, прежде доказывали, или, мои дорогие скорпионы, вы кому-то могли что-то объяснять. Вот много раз объяснять, а все без толку. А вот здесь вы это оставите и скажете, да и ладно. Вот не хочу я в чем-то участвовать. Вы теряете интерес как и к спору какому-то в принципе, так и к доказательствам также. А вот не хочется никаких острых отношений или каких-то острых углов. Вы понимаете, что вам действительно помогает, когда вы, ну, может быть, делаете красивый реверанс, как полшага отступить назад, и уходите в тень от какого-то вопроса и в чем-то не участвуете. И это не через доказательства, без объяснений, а когда вы нейтрализуете конфликт еще в самом зародыше. Или когда вы сталкиваетесь с какими-то людьми, которые, ну, остры на язык, или которые обладают сложным характером, психологическим восприятием каким-то очень своеобразным. По этой карте мы вот во всем подобном не то что даже не участвуем, а мы понимаем бесцельность приложенных усилий. Мы с вами говорили, да, и зря потраченное время. Вот, видимо, анализировать вы будете, куда вы растратили свои силы, мои дорогие. Может быть, и средства, может быть, и время. И, может быть, был какой-то предыдущий период, когда вы светло верили или свято верили в том, что вот какую-то ситуацию вы можете изменить. А тут вы понимаете, да нет. Ведь по этой карте словно, да, победитель есть, почему и называется первая победа. Но остальные-то они уходят при своем мнении. Они как будто закрываются. А также вы можете понять, что если я очень явно демонстрирую свои планы, или то, что я себе задумал или задумала, какую-то идею можно украсть. Причем украсть так красиво, когда я даже об этом не подозреваю. И свято буду верить в то, что человек со мной честен, к примеру, да? А потом проходит какое-то время, и вы видите, что вашу идею на жизнь переложил другой человек. Или вашу идею использовали. Поэтому здесь ведь
как я сказала, расходятся при своем мнении. Но мы тем самым еще понимаем, что, к примеру, если мы увеличиваем дистанцию конфликта, то даже некоторых нейтральных людей мы можем перевести в ранг, ну, таких скрытых недоброжелателей. И это делать нам тоже лучше этим не заниматься, потому что эти люди никогда не знаешь тогда, что от них ожидать. А ваша задача сделать свою жизнь понятной и прогнозируемой. Поэтому вы все, подведя итог, хочу сказать, что исполнится. Вы нейтрализуете все острые ситуации, мои дорогие скорпионы, для того, чтобы жизнь свою сделать более понятной, более прогнозируемой. И самое главное, чтобы вы управляли этим процессом. Какая тайна откроется? Ну, вот такая карта, да, и сразу показывает, в чем вопрос. И называется она, кстати, «Бесконечный дождь». И у кого-то это может быть как точка в отношениях. И по-разному. Жезлы, если у нас вверху карта король жезлов, и мы говорим, что удивит. Вот здесь мы понимаем, что не нужно чего-то ждать. Здесь либо самому действовать, и может быть это концепция по работе. Вы будете искать новую работу, и поверьте, вот тут главное решиться, перестать когда только перестал ждать, так и вроде бы и действия какие-то следуют. Или когда мы сами выходим из периода ограничений, да, пусть мы это делаем аккуратно, но мы не теряем время даром. Или мы не будем участвовать в том вопросе, который вам не приносит бонуса. Где-то я уже обо всем сказала. Но если мы говорим, какая тайна откроется, вы можете... Для себя, мои дорогие скорпионы, ну, словно приходит окончательное понимание. Я потерял в чем-то время. И кто знает, вот эта фраза или то, что она олицетворяет, это как двигательный механизм всему тому, что вы словно запустите в июне, или то, к чему вы будете стремиться. Вам не захочется просто так терять даром время. Или вы окончательно поймете, если мы опять же говорим про тайну, что некоторые не заслуживают ни вашего внимания, ни вашего ожидания. Но людей вы уже менять не будете. Это мы словно делаем выводы и идем дальше. Чего же ждать в целом от июня? Доброй энергии, я об этом говорила. 21-й старший аркан мир, поэтому сама по себе обстановка, которая вас окружает, она более дружелюбная. И я говорила, тут эмпатия помогает и договориться, и обойти некоторые шероховатости в отношениях, может быть, и помириться, мои дорогие, или переехать, посмотрите, вот эти достижения, как первый шаг, да, или заслуженный успех. Но первый шаг, видимо, в июне, вы на что-то решаетесь. И тогда чего ждать от июня? Да тут жизнь играет всеми красками. По 21-му старшему аркану вы уже видите, зачем это нужно. Вы можете даже видеть от первых шагов, приложенных собственных усилий, изучения, вы уже видите перспективы, к чему это все идет. Пусть этот аркан где-то свидетельствует не совсем на период июня, а то, что будет продолжено. Или, как, знаете, конечная точка маршрута. Или это по работе, каких высот или какой популярности или какие должности вы можете именно достичь. По этой карте это тот итог, который в последующем, или тот успех, который вас будет более чем радовать. Или, может быть, даже это где-то будет говорить о вашей финансовой составляющей, и значит, это изменится само по себе качество жизни. Тут есть ради чего стараться, вот я бы сказала. И вот в целом-то добрая энергия вам и приносит июнь, какая-то перезагрузка, словно для вашего счастья. Чтобы в вашей семье, чтобы в ваших отношениях, чтобы ваша жизнь была наполнена, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы. Какое продолжение следует? Тут вот посмотрите, карта заслуженного успеха. У нас выпадает шестерка жезлов. Любая 6 карта, которая символизирует в колоде Таро ту или иную сферу, но победу. Победу как вершину наших приложенных усилий или то, к чему мы стремились. И если по нумерологии взять числа от 1 до 6, до 6, то понятно, первое это первые какие-то шаги, и дальше вот по нарастающей. Так вот 6 это где-то триумф.
И не случайно у нас тут триумфатор буквально, победа. Поэтому то, на что вы решитесь, мои дорогие, если заслуженный успех, да, мы сказали с вами, но это первые шаги. Те, которые вы делаете в июне, вас ведут к какому-то изобилию, процветанию, осуществлению вашего плана. То, что вы хотите, себе поставили, знаете, как задачу. Так вот, все ваши задачи осуществимы. И с переходом на июль. Кто знает, может быть, там июль будет как раз характерен тому, что планета Уран. А Уран это для вас, знаете, вот действительно может быть как своеобразная помощь в осуществлении задуманного, в осуществлении мечты, по сути дела, так. Или вот то, что было на уровне ментальности, интуиции, а теперь вы можете переложить на практику. Так вот, Уран входит в знак зодиака Близнецы. Это происходит в июле и продлится до 9 ноября. Но вот эти месяцы могут для нас стать своеобразной такой площадкой или, как тезис, даже планом. Потому что будут раскрывать перед вами или сферы жизни, или некоторые вопросы, которыми вам предстоит заниматься, когда окончательно Уран переместится в знак зодиака Близнецы. Пусть это произойдет в апреле 2026 года. Но вот такие подсказки или куда вот этот триумф или вот эту победу приложить. Перед вами открываются действительно новые возможности, причем неограниченные. И вы можете себе составить как план минимум, так и план максимум на последующий период. После этого уже в ноябре вернется на некоторый срок Уран в знак зодиака Телец, где он находится теперь до июля, и завершит какую-то реструктуризацию, расставить некоторые акценты, и окончательно будет понятно, зачем это все нужно было. И этот Уран в Тельце будет влиять и на вас, мои дорогие скорпионы. Значит, какие-то последние аккорды, заключительные, или расставить все точки над «и», начиная со второй половины ноября до апреля, вы сможете для себя, подготовив почву для новых свершений и подвигов. Кому интересно, не буду останавливаться подробно, я приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. У меня есть статья «События до конца 2025 года». Прочитайте. Юпитер в Раке – это июнь, а Уран в Близнецах – это июль. Вот эти 2 месяца, они нам выстраивают некоторое продолжение до конца 2025 года, с чем это может быть связано, и переложите на то, что вы хотите осуществить. И вы, люди интуитивные, думаю, подсказок будет больше. Важное событие, 16-й аркан, что-то не может быть продолжено. По аркану башня, но это всегда что-то себя исчерпало. Для кого-то, правда, проиграется переезд или какая-то работа. Но чаще всего это значимые вехи в нашей жизни или то, что связано с нашей занятостью или, может быть, важными отношениями. Но самое главное по этому аркану – это тоже где-то выздоровление или освобождение, потому что башня, когда-то в первых картах, это была тюрьма. Да, мы в этой тюрьме находились, и мы думали, что это надежно, это хорошо, потому что могли подержаться за стены. Вот теперь вроде как башня рушится, стен нет. Вы можете испытывать некоторую турбулентность или как невесомость, да? Но это сделать совершенно необходимо, потому что мы даже раньше не задумывались. Мы думали, это цитадель, а оказалась тюрьма. Поэтому некоторое освобождение для вас, даже новости какие-то, информация. Будьте внимательны, мои дорогие скорпионы, если что-то заканчивается, или как меняется миропорядок, какой-то уклад, или происходят какие-то трансформационные изменения, для вас они во благо. И именно вам они помогают либо свое место под солнцем занять, или изменить самого себя, может быть, в сторону каких-то новых начинаний или нового успеха, или, может быть, и переезда тоже, ведь для кого-то именно так и проиграется. Второе важное событие, ну, мало того, что уже праздник Победы, а вот эта карта праздник после Победы. 4 жезла – это всегда, знаете, как база, 4 столпа, уверенность, якорь.
Поэтому больше надежности. Или когда вы можете уже видеть, к чему следует прилагать усилия и какой эквивалент вы от этого получите, какие бонусы вы будете получать. Вот сделать свою жизнь, как я уже говорила, более понятной, более прогнозируемой и всем этим управлять. А самое главное, мои дорогие, праздник. И чтобы было больше праздников в жизни, но и одновременно не забыть об отдыхе, мои дорогие скорпионы. Для вас июнь прекрасный месяц. И это как главное событие. Но в той или иной, значит, сфере жизни, или, может быть, у кого-то это дом, семья, отношения, тоже может проиграться. А кто знает, у кого-то жезлы все-таки. Здесь, кстати, могут проходить важное оформление по документам. И то, что вы прежде не смогли оформить, вот здесь вы найдете пути исследования, в какую, может быть, инстанцию обратиться. И в конечном итоге тут есть действительно не просто победа, как вершина приложенных усилий, а даже еще и праздник. Третье важное событие – влюбленные. Но это своего рода выбор, конечно, хотя в этой колоде карт двое за одно. И здесь нам больше говорят именно о любовной истории. Ну пусть это отойдем немножко от любви, это взаимодействие ведь в конечном итоге. Значит, может быть, есть один человек, у кого-то в личной жизни, у кого-то это по работе или по творчеству, по труду, кому вы можете доверять и с кем это общение должно быть продолжено. Это может быть тот человек, который способен за нас порадоваться искренне и прийти в трудную минуту на помощь. Но, конечно, для кого-то из вас эта ситуация выбора все же может говорить о том, что не случайно ведь Верховная Жрица, она присела, она обдумывает. И пусть нам здесь колонн не прорисовали, обычно она между двумя колонн находится, но у нас две свечи, белая и черная. И вот эта светлая белая свеча характеризует то, что нам транслирует. А темная – это то, что есть на самом деле. Это как причины, а это следствие. Вот причины какого-то вопроса, в них нужно разобраться. Поэтому, словно на месяце выседает наша Верховная Жрица, и это как раз вот эти окончания месяца. Это и символ того, как причины и следствия. И вам, может быть, нужно самого себя к чему-то настроить, примирить, потому что, к примеру, с учетом аркана башни, настаивать на своем нет смысла, а быть дипломатом дважды или трижды, или обойти какие-то условности, обойти преграды, быть где-то гибче, использовать те методы, которыми вы прежде не пользовались, но именно так, чтобы и волки сыты, и овцы целы, ну вот как-то так. Но чтобы и не было противоречия, кстати, по закону, чтобы вот это причина и следствие на завтрашний день не отыгралось возвращением к прошлому. Поэтому такой тонкий нюанс. И это может символизировать какой-то выбор, как правильно поступить и какое правильное решение принять. Но это старший аркан. И с учетом у вас вообще, посмотрите, интересный очень расклад, когда нет ничего невозможного. И, по сути, и победа, и праздник после победы. Еще и заслуженный успех, который на будущее где-то. И все это в добрых энергиях. Поэтому думайте на высокое. Ставьте себе планы, как, знаете, на дистанцию какую-то. Это сделать совершенно необходимо. Словно энергии июня. Вас приглашают не просто отдохнуть или к празднику, это тоже есть, но еще и составить, как я уже говорила, план минимум и план максимум собственных достижений и побед. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.